В Pokemon Go сейчас только говорят о квестах и Мью, а я решил сделать такое ретроспективное видео, такой вброс из прошлого, а про Мью тогда поговорим как-нибудь в другой раз. В этом же видео, которое я записал в августе 2017, я решил отправиться за город и посмотреть вообще на геймплей Pokemon Go в таких загородных областях. Чем вообще оно отличается, в худшую или в лучшую сторону. В общем, смотрите, что у меня получилось. Но сначала, конечно, мне надо было туда добраться. Пока игроки Pokemon Go в Йокогаме заняты поимкой Мьюту, у нас здесь за городом есть квест поинтереснее – поймать сигнал интернета. Сегодня нам повезло, поэтому мы сможем попробовать поймать каких-нибудь покемонов в Pokemon Go. Посмотрим, что же у нас есть вокруг. Вот я запускаю игру. Как видите, только одно какое-то насекомое. Тоска. Чтобы искать покемонов, нужно отправляться в какое-то другое место. И сейчас мы этим и займемся.
Так, и где же искать покемонов в сельской местности, если кажется, что их нигде нет? Вот как пример можно привести эту дорожку, по которой мы только что проехали, и вы видели, на ней появилось много покемонов. А почему это так? Дело в том, что эта дорожка на OpenStreetMap отмечена красной линией для пешеходов. Ну и поскольку игра Pokemon Go берет свою информацию о местах спавна покемонов как раз, скорее всего, с этого сайта, с карты этого сайта, специально разработчиками было сделано так, чтобы вдоль пешеходных дорожек спавнилось много покемонов. Вот, например, Seaking. Всего один шарик, но он слабый. Кстати, Seaking здесь спавнится, потому что тут недалеко, точнее прямо подо мной, я стою на мосту, протекает ручей. Хотя на карте Pokemon Go его и не видно, но тем не менее он отмечен на тех же самых OpenStreetMap, и соответственно он и генерит водных покемонов здесь иногда. Теперь посмотрим, где можно еще искать покемонов помимо таких красных дорожек. В общем, заходите на сайт OpenStreetMap, посмотрите, есть ли там такие дорожки в вашей округе, и стоит проверить эти места. Возможно, если вы раньше, скажем, в прошлом году, прошлым летом там ничего не было, то, возможно, сейчас как раз появятся покемоны. Так, мы сейчас проехали через поселок Рогово. Не знаю, как это можно назвать. Ни город, ни деревня. Ну, что-то среднее. Поселок городского типа. Да, похоже на то. А вот здесь, на отшибе, есть несколько памятников, посвященных войне 812 года. Потому что здесь раньше в этих местах и в войну 812 года, и в Великую Отечественную 41 года проходили активные боевые действия. Поэтому в этих краях, в разных деревнях, где можно поискать и найти вот похожие памятники, мемориалы. И некоторые из них являются покестопами. Как, например, вот этот памятник Кутузову. Он мне дал яйцо. И несмотря на то, что в принципе как бы жилых домов тут поблизости почти нет, можешь показать. Но тем не менее мы наблюдаем, что вокруг этого покестопа вот целых 5 покемонов заспавнилось фактически в глуши. Сейчас одного я поймаю. И такая теория у меня есть. Хотя, скорее всего, я не первый это обнаружил. Но в таких отдельно стоящих покестопах, возле таких отдельно стоящих покестопов, где-нибудь вдали от людей, вдали от точек спавнов, появляются вот такие вот сборища. О, хорошая Айви. Это я оставлю. Краби? Да. Еще вот мы видим на Nearby покестоп в виде креста. Вокруг него тоже есть несколько покемонов, хотя совершенно точно в прошлом году ничего там не было, потому что этот покестоп стоит на отшибе и вдали от людей, вдали от
активности сотовых телефонов. То есть такая теория, что у отдельно стоящих покестопов теперь тоже можно искать покемонов. Сейчас мы приехали в еще одно интересное место, тоже посвященное войнам 12 года и 41 года. Этот мемориал также находится на отшибе, наверное, до ближайшего человеческого поселения где-то километр, не меньше. И, как видите, даже здесь, на отшибе, все равно имеются какие-то покемоны, например, даже Айвизавр, что удивительно. Попробуем его найти и поймать. Но сначала попробуем поймать сигнал интернета. Так, Айвизавр найден. Поймаю ли я его одной рукой?
Может, он вообще не прогрузится, сейчас вылетит с эррором. Нет, прогрузился. Отлично, 10 конфет к тому же он нам дал. Мы на Great in Battle. До свидания. Ну, на этом мы закончим наше первое ретроспективное видео по Pokemon Go. Ну и как принято говорить на ютубе, ставьте лайки, дизлайки, если понравилось, не понравилось, пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось. Подписывайтесь, если не хотите пропустить новые видео по Pokemon Go как из прошлого, так и из настоящего. А новые видео по этой тематике обязательно будут. И на этом все.